Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня мы с вами приготовим нежные, воздушные, пушистые пирожки или булочки с яблоками. Также я покажу интересный способ формовки. Начнем мы с теста. Здесь у меня 10 граммов свежих дрожжей. Можете взять 3 грамма сухих. Всего у меня 50 граммов сахара. Я добавляю чайную ложку. Здесь 300 граммов муки. Я добавляю всего 2 столовые ложки. И 120 миллилитров молока. Перемешиваем и оставляем на 10-15 минут, чтобы дрожжи начали пениться. Таким образом мы с вами проверим, что они действительно активные, и мы можем продолжать приготовление дальше. Тем временем подготовим яблоки. У меня 600 граммов яблок, можно брать абсолютно любые. Лучше всего подходят кисло-сладкие и ароматные. Если хотите, можете очистить их от кожицы. Но я всегда оставляю кожицу, потому что в ней много вкуса, аромата и, конечно же, полезной клетчатки. Нарезаю яблоки на кубики. Разогреваем сковородку, выкладываем небольшой кусочек сливочного масла и также 2-3 столовые ложки сахара в зависимости от кислоты яблок. По вкусу добавляйте сахар и немножко сейчас сахар карамелизируем вместе со сливочным маслом. Посмотрите, у нас сахар начал карамелизироваться, такой приятный запах карамели. Добавляем сюда яблоки и все вместе обжариваем где-то 7 минут до мягкости яблок. Яблоки готовы, я перекладываю их на другое блюдо, чтобы они быстрее остывали. Попробуйте яблоки, они должны вам нравиться и по сладости, и по кислоте. Если хотите, можно добавить сюда корицу, цедру лимона или лимонный сок. Можно еще добавить сахара, чтобы сделать вкус более отчетливым. Все зависит от сорта яблок. Посмотрите, как у нас прекрасно сработали дрожжи, какая воздушная пузыристая масса. Можем продолжать приготовление теста. Если у вас дрожжи так не пенятся, то лучше дальше не продолжать приготовление и купить новые дрожжи, активные и свежие. Добавляем сюда 1 яйцо, 10 граммов ванильного сахара, весь оставшийся обычный сахар. Напомню, что всего было 50 граммов и 1 чайную ложку я добавила в опару. Четверть чайной ложки соли. Перемешаем. И постепенно добавляем муку. Всего здесь 300 граммов, 2 столовые ложки я добавила в начале. Когда уже тяжело вымешивать ложкой, перекладываем на поверхность и будем вымешивать руками. Если у вас есть кухонная машина, можно вымесить тесто в кухонной машине или миксером, насадкой крюки. Если вы видите, что тесто слишком липкое, добавьте еще немного муки. Вот такое мягкое, податливое тесто получается, и нам осталось вмешать в него 50 граммов мягкого сливочного масла. Я подготовила. Перекладываю сюда масло. Сейчас тесто будет браться хлопьями, но не переживайте. Мы вмешаем без проблем все сливочное масло. Очень удобно помогать себе шпателем при необходимости. Собираем вот так вот шпателем остатки теста и продолжаем вымешивать. После добавления масла тесто очень липкое, поэтому добавляем немножко муки, посыпаем поверхность и вымешиваем. Дальше тесто, оно волшебное, вы почувствуете, если руками вымешиваете, в этом вся прелесть работы с тестом руками, потому что вы чувствуете, как оно трансформируется, меняется, каким приятным, нежным, эластичным оно становится. Вымешиваем тесто несколько минут, как видите, оно уже совсем не прилипает к поверхности. Смазываем миску растительным маслом или можно посыпать мукой, чтобы тесто просто не приставало к стенкам. Перекладываю сюда тестечко. Просто не могу от него оторваться, нравится мне его вымешивать. Накрываем сверху крышкой, пищевой пленкой и ставим в теплое место на 1 час. Посмотрите, как чудесно подошло тесто, какое оно воздушное. Сразу его перекладываем на поверхность, посыпанную мукой, или можно смазать растительным маслом. Тесто пахнет очень-очень вкусно. Теперь нам нужно раскатать его. Раскатываем
толщиной приблизительно 1 сантиметр. Теперь нам надо 2 вырезки, одна большего диаметра, у меня это стакан, другая меньше, это крышечка. Берем стакан и вырезаем вот такие кружки. И по центру вырезаем меньшей вырубкой. Выкладываем по центру чайную ложку начинки, немножко прижимаю. Теперь вот этот больший круг беру и вот так вот сворачиваю, натягивая на яблочную начинку. Получается вот такая у нас булочка. Снова начинка. Берем этот верхний кружочек и формируем вот такую вот завитушку. Можно вот так вот сделать, если вам удобнее, немножко его распластать, выложить начинку. Начинки, как видите, у нас много. И теперь просто вот так сверху завернуть. И все. И так формируем все пирожки или булочки, как вам удобнее называть. Остатки теста собираем в лепешку, и пока мы лепим пирожки, это тесто пусть отдохнет, чтобы потом его было проще раскатать. Получилось у меня 20 вот таких вот булочек. Теперь накрываем их или пищевой пленкой, или пергаментом, чтобы тесто не заветривалось. И в таком виде оставляем в теплом месте на 20-30 минут, чтобы булочки подошли и были пушистыми. Здесь у меня 1 желток, и я добавила немного воды. Вместо воды можете добавить молоко. И смазываем наши булочки, чтобы они у нас были красивого цвета. Духовку ставьте прогреваться до температуры 180 градусов. Выпекаем 15 минут до красивого румяного цвета. Ориентируйтесь по своей духовке. Температура 180 градусов, нагрев вверх, низ без конвекции. Вот такие симпатичные маленькие у нас получились пирожочки или булочки. Посмотрите, какие они милейшие. Посмотрим, какое тесто. Очень много начинки, и посмотрите, тесто у нас нежное, воздушное, все как мы и хотели. Очень вкусная, ароматная, нежная начинка яблочная, она дает такой вот взрыв вкусов, всеми нами любимый, потому что я думаю, все любят пирожки с яблоками. Один момент хочу сказать, что тесто в меру сладкое. Если вы любите, чтобы тесто было более сладким, то уверенно добавляйте еще 20 граммов сахара. Готовьте, наслаждайтесь. Я же с вами прощаюсь. Всем пока, до новых вкусных рецептов.